Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Вольноходец. Подходит к концу 2022 год, и мы решили подвести своеобразные итоги сезона путешествий этого года. Что главное для бюджетного путешественника, как в принципе и для любого другого человека, это получить впечатление, поесть и поспать. Первые два пункта вы можете увидеть в наших видео, посвященных городам. А вот ночлег, он бывает не во всех городах и не всегда в гостиницах. Но в этом видео мы решили сделать небольшой обзор гостиниц, где мы сами побывали в 2022 году. По мере готовности видео о городах, в которых находятся гостиницы, в правом верхнем углу будут появляться ссылки на полное видео об этом городе. Адреса и телефоны гостиниц, если они вам понравились, вы можете нагуглить самостоятельно. По гостиницам пойдем в хронологическом порядке. Итак, поехали! Город Волхов. Гостиница «Метаург» находится в самом центре города. Перед гостиницей парковка для гостей, но можно машину поставить и во двор, если окна выходят на другую сторону. Там тоже достаточно парковочных мест и есть парковочные карманы. Гостиница небольшая, но достаточно уютная. Судя по всему, недавно сделан ремонт. Кровать и белье шикарное, мы реально выспались. Мыльно-рыльные принадлежности, все входит в стоимость. На этаже есть кулер. В номере кондиционер, телек, фен. В общем, реально хорошая гостиница. Город Петрозаводск. Здесь у нас будет две гостиницы, так как неожиданно стало понятно, что надо остаться подольше. А в первой гостинице свободных номеров по нормальной цене уже не было. Гостиница «Северная». Сама по себе уже считается достопримечательностью, расположена на центральной улице, проспекте Ленина, идущей от вокзала к набережной Онежского озера. В гостинице недавно проведена реконструкция, все чисто, чинно, благородно. Но поскольку это самый центр города, с парковками в рабочее время тут не очень, но ночью вполне мест хватает. По номеру. Единственный минус – кровать узковата. Конечно, было написано в описании, что это queen size, но все равно полуторка какая-то. В номере чайник, стаканы, полотенца, халаты, душевые принадлежности. В общем, оправдывает свое стремление быть гостиницей номер 1 в Петрозаводске. Гостиница «Лососинская». Это мегабюджет, этим все сказано. Есть номера еще дешевле, чем наш, но с общим туалетом на этаже. Парковка своя, поставить машину не проблема. На первом этаже есть кафетерий, где можно позавтракать и просто перекусить. Тихое место, дает возможность выспаться даже с открытым окном. Но когда мы были, гостиница не была заполнена, поэтому про слышимость в номерах ничего сказать не могу. А для переночевать без детей вполне подходит. Гостиница «Сортавала» в городе Сортавала, такой вот каламбур. По моему мнению, соотношение цена-качество не совсем адекватное. Можно оправдать только тем, что Сортавала – одно из излюбленных мест отдыха питерцев. Номер был на последнем этаже, лифт есть. На этаже кулер с горячей и холодной водой и диванчики для отдохнуть. Номера по 4 штуки в каждом блоке. Дверь мощная для гостиничного номера. Стаканы, косметический набор, телек – все это есть в номере. Кровати в номере, какие-то поделки выпускников ПТУ из дерева, все скрипучие, не очень удобные. Сам номер в конце коридора, поэтому было достаточно тихо, хотя гостиница была заполнена постояльцами. Единственное, может мне кто напишет в комментариях, почему в гостиницах нет москитных сеток. Мы были в то время, когда комаров еще нет, но если бы они были там, то это была бы опа. Гостиница Рубцова, Вологда, поселок Рубцово.
Сам поселок находится недалеко от развязки трассы М8 на Архангельск с трассой на Череповец. Расположение гостиницы очень удобно для транзитных туристов. До центра Вологды на машине всего 5-10 минут. Здание гостиницы расположено в тихом месте, далеко от шоссейных дорог. Имеется свой приятный дворик со стоянкой. На первом этаже в гостинице есть кухня с кулером и микроволновкой. Также есть буфет. Рядом магазинов найдено не было. Номер вполне нормальный для троих, просторный. Косметический набор минимально стандартный. Единственный минус, который запомнился: окна номера выходят на восток, а темных штор как таковых нет. А тряпка, которая типа заменяет шторы, не закрывает все окно. Гостиница «Весна», город Череповец. Как они сами себя позиционируют, это мини-бизнес-отель. Находится на первом этаже пятиэтажной хрущевки. В стоимость номера входит завтрак в обязательном порядке. Можно, конечно, отказаться и не завтракать, но он все равно входит в стоимость. При этом можно предварительно с вечера заказать, чем именно вы будете завтракать. Дополнительно в кафе гостиницы можно отобедать или отужинать. Отель очень чистый и уютный. Так как номер не рассчитан на троих, то просто поставлена дополнительная кровать. Гринфилл отель, Великий Новгород. Несомненное и главное преимущество этого отеля – это его расположение. Прямо напротив Новгородского детинца, на территории бывшего завода Ленинского комсомола. Опять-таки, из-за обилия бизнес-центров вокруг, с парковками в рабочее время здесь не очень. Но под вечер уже проблем не возникает. Рядом расположены сетевые продуктовые магазины. Также недалеко есть кулинария, так что голодным вы точно не останетесь. В самой гостинице рядом с ресепшн есть кулер и автомат по продаже кофе. Сам отель переделан из производственного здания, поэтому ремонт в номерах в стиле полулофт. Номера есть разной ценовой категории, у нас был самый бюджетный. Небольшой номер на троих на первом этаже. Так как он был в самом конце коридора, никакого шумного дискомфорта от других постояльцев мы не испытывали. Единственный минус, для кого-то может быть даже большой, пованивало сыростью. Про фразу, которую я произнес в начале видео, что не всегда в гостиницах ночуем. В некоторых городах мы снимаем квартиры посуточно, что бывает более бюджетно и удобно, чем гостиница. Но квартиры мы не будем показывать, а то получится какой-то обзор рынка сдачи жилья. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем городе.